Сюда сядешь сюда? Maybe you can sit here? No, I need to sit more like here. Is it comfortable for you? Straight. Hand easily. Great. So you maybe don't notice déjà vus. That's the problem. Yeah, I mean, it's not something I've ever thought to look for before. Дежавю это не то, чего он когда-либо замечал в своей жизни. То есть он, может быть, не искал, может быть, не понимал. Постарайся объяснить. К примеру, Вот он берет книгу, читает или какую-то информацию. So, example, У него на подсознание, как будто он это видел, как будто это услышал. Maybe something you read or you see, it feels like something you've seen before. Right. That's what déjà vu is. Mm-hmm. Oh, you know about it. Yes, I've heard of it, but I've always had a hard time experiencing it. So. Он слышал об этом, конечно, он знает, что это такое, но он никогда этого не испытывал. У него есть проблемы с почками? Do you have kidney problems? Not that I know of, but I haven't gone to the doctor very much to check out anything. So. Никакие. Дело в том, что физиогномика лица, она дает, когда надбровные дуги, это первый признак почек. То есть, I'm sorry. So he says that physiology of the face means a lot about your body. So he says you should check kidneys and your heart. Great. You say that healthcare is so expensive in New York that I've almost never go to the doctor, but I probably should. Mm-hmm. Yeah. В Нью-Йорке очень дорогая медицина, поэтому он никогда не ходит к доктору, но, наверное, он должен это сделать по вашему совету обязательно. Дело в том, что я немножко удивлен его приходу. He's very surprised with your coming. Well, I'm very happy to have a chance to meet him. In New York, we don't have. I've never had a chance to meet someone like him in New York before. So. Он очень счастлив быть здесь, и что вы разрешили ему прийти, потому что в Нью-Йорке невозможно найти кого-то вроде вас. Быть такого не может. Меня оттуда часто по скайпу. Yeah. And people from Skype always call him from New York, Канада, from Австралия. Europe. Бывает трудно дозвониться, и бывает, как психологи говорят, субординация отношений или рапорт восприятия энергетики. Как, допустим, вы пошли к парикмахеру, да, волосы вам постригли, он лег, вот мне, допустим, сегодня понравилось, меня болванили, сделали как 16-летие. Это невозможно руками потрогать, это на энергетическом восприимчивом. То есть вы имеете в виду, что личная встреча крайне важна? Yes. Yes. Okay, so he basically means that meeting in person is very important. That's why when he gets a lot of calls from Skype, by Skype from all the different countries, he prefers personal meeting much better. That's actually, I was going to ask about that. So he can do everything he can do in person. What percentage of that can he do on Skype, and how about just from seeing a picture? Его очень интересовал как раз этот вопрос, о котором вы говорите. Можете ли вы делать все, что вы делаете по интернету или по скайпу? И какой процент из этого всего, что умеете делать, можете сделать просто по фотографии? Процентов 65. 65% by the picture. Wow. From 40 to 65. Но этого нету 100%. То есть не 100% это so it's not all. В природе вещей не существует. So 100% is only their personal meeting. Бывают как бы ситуации такие, люди приходят с деньгами, чемоданами, но не всегда деньги решают. So sometimes people come with a lot of money, with luggages of money, but it doesn't count. Right. Это so it doesn't как mean бы anything for him. Объяснить. Мы пойдем, к примеру, мастеру, горшочнику, да, кружки делать. Вы, допустим, глину будете чувствовать, а по заводу вы не сможете чувствовать, передавать. А я вообще не смогу глину чувствовать. Естественно, не будет богемской фарфора. Я даже не знаю, как ему это объяснить. Можете попроще пример привести? So he gave a very difficult example. I will try. Нового на пол не надо. Это дурная привычка, это к нищете. Don't put it on the floor. Oh, I'm sorry. It's the bad habit, Возьмите. bad manners, yeah, bad luck. You can put it on the table. Он не знал, извините. Понятно. So it's okay that you didn't know, don't worry. Okay. Sorry. Извините. Он может любые вопросы задать.
You can ask Ashley to that. Okay, well, if I'd like to, About that. well, right. She wants to hear more about the dark side. Of but, the ball? Yeah. No, I will tell you. Okay, tell me later. He Okay. told me a lot, but I will not translate it. Well, it's not in the use of our time right now. Okay. So, how long? I just wanted to learn more about your background and how when you started working in this field and how you got interested in this field in the first place, and when you knew that you had these abilities, these talents. То есть для начала бы хотелось узнать больше про вашу прошлую жизнь. В том плане, когда вы начали этим заниматься, почему и когда именно был тот момент, когда вы узнали, что у вас были эти способности? Ну, во-первых, этим занималась бабушка. Она в основном занималась лечением, травками. His grandma was doing it. And Но when she was healing people with herbs and как stuff. бы у нас в 98-м был закон принятый о народном целительстве, и само лечение, оно непродуктивное. То есть Закон был принят о запрете. о квалификации за запрете. Это So in естественно. То есть, 98 чтобы, in Russia допустим, there was a law частную passed that практику you вести и can't заниматься practice народным healing. целительством, это надо как минимум медицинское образование You и should have платить knowledge, деньги you за have как medical разграву за лицензию. Education Плюс and подтверждение pay в Москве. for doing it. А целесообразность. И For люди не healing готовы with за herbs. лечение платить. So and Личные people don't want to деньги. pay for that, and it's not worth it anymore. То есть, если рассматривать как траволечение, к примеру, да, So if you take herbal healing, на определенную травку надо поклониться, заговор, время, час. so for every То есть herb затраты you have to эмоциональные bend, you на have to do all these КПД, rituals. материальные факторы. So Хотя я emotionally it's very difficult. может просто, если он будет еще в Красноярске, ну, сейчас она собирает травы, ботаническая 8, сибирские травы. Она занималась, муж у ней занимался, отец So if you ever занимался. been, Жанна if you Александровна. happen to come to Может даже Krasnoyarsk поклон again, благочестия maybe you can передать. find his И grandmother. ценовая политика She's там у нее still alive. выходит дешевле, чем, допустим, в аптеке. То есть, если It's там вы у нее траву берете, то эта much трава less действительно expensive to buy собрана в herbs from тайге, а не где-то на It's from обочине. taigas, from Или в different промышленном. forests. То есть, берем, допустим, траву, да, вот поставим площадку, как, допустим, So he теплицу. continues to tell us Да. about herbs. Если на поток ставится, где как штамм, That production of the там, herbs ну, даже штамм просто much ну, more представляет, expensive on сбой the происходит. fabrics Это как, допустим, and factories. жена пекет вам 5 пирожков, или когда 10 пирожков на продажу, 100 пирожков. Уровень квалификации и КПД будет намного ниже. Понятно. Затраты эмоционально-физические. Does he think that the herbal treatments are much more effective than the traditional medical treatments that they would get in a hospital? Он спрашивает, вы не считаете, что травяное лечение гораздо более эффективно, Эффективнее. чем медицинское? Да. Но оно менее как бы, по энергозатрате эффективное, да, вы это имеете в Нет, виду? нет. В умелых руках So наоборот. obviously it's much more effective. Ну, я официальную медицину не надо хаять. Официальная медицина одно, So medical help is неофициальная one медицина thing, совершенно, это and совершенно the разные понятия. Но их не untraditional надо путать. medicine is different. То Are есть you мы comfortable массово when I знаем translate примеров, this? когда, допустим, целительница, допустим, травма не может поднять, где какое-то будет хирургическое мешать. Та же, допустим, sometimes the herbal рожу medic официальная can't медицина do лечит, бабушки surgery, некоторые right? лечат. Тот же испуг, если даже не терапия, испуг, да, бывает на отливке того же парафина проходит. Либо психолог, But нарколог, sometimes the он может psychological пробить problems and the 1,5-2 inner body problems helps Ну, only with herbs, проще not with traditional говоря, medicine. возьмем, допустим, зомбировку, да, кодировку. Ну, гипноз, зомбирование, кодирование. Hypnose, do you know what it is? Hypnose. Hypnose, yes. Hypnose. Вот, допустим, For зал example. сидит, в гипнозе же не все же, допустим, For сидит example, 100 100 человек, не people, все not же everybody is гипмобильны. hypnotic. Это одно. Берем, допустим, вот самое простое, допустим, похудение, ожирение, допустим, набирается группа, 20 человек. Там же не So все 20 дают people who показатели. want to get skinny, but not everybody is hypnotic enough to have the effect Right. from the And hypnosis. he does hypnosis. Вы занимаетесь гипнозом? Я не буду на этот вопрос отвечать. He won't answer this question. And okay, and so in his work, what is your what is one of your greatest success stories with a client?
В вашей работе какой был самый успешный случай работы с клиентом? Можно, не могли бы вы немного в общих чертах про него рассказать? Что Для вот в вас. этом подразумевает? Что успешно, что не успешно? Достижение результата. What do you mean by successful? An example of a client that has, by coming to him, has changed their life. and helped. Клиент, который после прихода к вам полностью изменил свою жизнь в лучшую сторону. Ну, это больше на уровне, наверное, байки, но объясню, могу объяснить. То есть... Байки в смысле, это реальный случай из вашей жизни? Это реальный случай. So this is the real experience that you had, if you will explain. Это было лет 10-12 назад, It когда was еще не был 10, закон. 12 years ago. Была посетительница. У них 2 детей. He Разведены. had a client with a husband. Had Работала 2 на children. They were кавказцев. divorced. Работала на кавказцев. Oh, he was working for minorities. Официантка, мойкой. She was a waiter. She was a dishwasher. Денег там нет. No money for her. Ну, доход маленький у нее, мало She got платили. a little bit of money, but not much from this job. У нее при медкомиссии был такой вердикт, типа сифилиса. She had syphilis. Что в данном случае? Почему я там деньгами не пахло? It was not about money. Why did he do it? Мне жалко было ее 2 детей, 2 девочки. He was feeling sorry for her 2 Сейчас children. дословно не помню, там, по-моему, одной было 12, по-моему, другой 14. One of them was 10 or 14, the other was 14. So 2 children of Как hers. происходило само восприятие? Ну, это лечение, видите, в чем дело? Слово лечение я стараюсь избегать. He doesn't want to use the word healing По нашему законодательству я не имею because права. he doesn't have the right to do it because of our laws. То есть But it на wasn't сегодняшний healing. день у меня оформлены документы как ИП, передача народных фольклорных традиций. So, it's Дословно an interesting- сказки былины. Okay, it's very interesting Карты remark. гадания, оно не относится к лечению. Дайте мне В секунду, том числе и пара. я переведу, потому что довольно интересно для него. So, he doesn't belong to the category of wizards and mages. He belongs to the category of, I don't know, fairy tale tellers. By law, by Russian law. So he's not a mage or healer or anything. So officially, by law, he's a fairy tale teller or Что something. было, допустим, в данном случае использовано в данном из этой So what did he use? Ночью, после 12 часов ночи, After 12 o'clock, я вывез ее на кладбище. he went to the cemetery with this woman with syphilis. Есть такое выражение «вскрыл могилу», ну как фотон, дух. То есть вы не дословно вскрыли могилу. Но нет. So there is an expression that he opened a Астрал grave эфир. Ну, бывает, и мерцание, наверное, слышал, видел, читал. about it's something about astral and inner things. It's not about the Показал literal это. grave. He showed it to her. Обратил ее внимание, что если с тобой что-то случится, ну, допустим, разыграем He как told her пантомиму, if something постановку, happens to her, допустим, ты умрешь, you will die. кто будет беспокоиться об твоих детях? Их Who могут will take убить, care of your children? He их asked могут her. изнасиловать, They can be и raped. не могут получить ни образования, They will not have any education. плюс манипуляция, ну, проведение ритуала. So then he did a manipulation and a ritual after that. Через 2 недели And 2 weeks later, она идет за анализ, у нее анализ отрицательный. she takes the medical inspection and it's free of syphilis. Wow. Это невозможно ни с научной точки, It is not но possible from a объяснить можно. scientific point То of есть view, на ее but he can explain подсознании it. включился ее сам резерв организма, и не более того. Все в совокупности. So Инстинкт basically, самосохранения. it was her self-preservance instinct. Она аналог, допустим, человек лишается руки-ноги в силу травмы. So, for example, a person loses his leg and his arm. Руку ампутировали, отрезали, но он еще 1,5, психика делится 6, 9 месяцев, 1,5 года. Он руку чешет, она у него ноет на непогоду. So he loses his arm, but he still tries to scratch it, and he can't. For the next 1 year, he will try to scratch it. Что касается процентного соотношения, спросите ему такая фамилия Наталья Бехтерова известна? Не думаю, но я спрошу. Do you know the person named Natalia Бехтерева. Бектилева? No, you don't. I don't think so, no.
Так вот она, ученая с мировым именем, она и то говорит, 30-40% это считается хороший показатель. 30-40% выживания? Нет, в работе. Удачи, успех. Институт мозга, Бехтерев, Павлов, So, this is a very famous Russian Красночеев, scientist. ему фамилии такие. Нет, не знает, конечно. Пусть он посмотрит в Ютубе «Зеркала Козырева». Окей. Я бы записала это, но ладно. Я, Вы могли да. бы записать, пожалуйста. Спасибо. He'll write down. Спасибо. Зеркала? «Зеркала Козырева». I'm writing something for you to look up later. Okay. So he says that 30-40% of the success of his work is more than enough. It's higher than most. Yes. Right. Но как таково я лечением не занимаюсь. But he Ну, doesn't допустим, heal people. сейчас на память вспомнится такой случай. But he Эмираты. remembers some experience. Эмираты. Emirates. Дубай, Arabic Emirates. Yep. Узбекистан. Uzbekistan. Молодая девушка замужем за шейхом. Very young girl is married to the sheikh. Do you know what sheikh? Ребенок. Yes, like the leader. Yes. Да, ребенок, но не слаженные They have межличностных a kid, отношений. but they're not very good with their relationship. Хотя по ихним, допустим, 5 жен, 5 коттеджей, 5 джипов. But for them, В 5 этом wives проблем is не было. okay. Right. It wasn't a problem. The problem was in В этом проблем у нее не было. Деньги, финансирование, So she had money, she had переводы finances. домой. Ее She gave money to her family from Russia. Я ее вел с Кажется. Эмиратов, чтобы она могла домой ехать. Эмоционально-психологическая поддержка. И So he консультация. was emotionally supporting her so she can return home. She couldn't. Она не He могла. was. He He was. Yes. Она не могла вернуться домой. Да. She couldn't return home to Uzbekistan. Да, бедная страна. Very cheap country, Многие very оттуда, unexpensive country. ну Not там вера unexpensive. мусульманская, был, допустим, но She если couldn't он return помнит home, Чечню, so he helped her emotionally and psychologically. So it wasn't really healing. и как правило, He объяснить, continues his speech. вот когда человеку плохо, он же не будет просто, когда ему, а в основном, когда душевное потрясение. So when a person feels bad, he wouldn't use his services. When he has a huge, soul earthquake, when he has a huge Иногда problem бывает with не soul, столько, he может will. быть, что-то из ритуалов, а Maybe просто it's not чтобы ritual. человек высказал, It's just его something, выслушали. just a situation where a person needs to talk to someone Это who will как listen to him. элементарно, допустим, это яблоко, сами движения поступательные, можно так дать, да. Есть такая русская поговорка в горле. And what is that ball there? Что это за шарик? В горле станет русская поговорка. Сами движения поступательные, но это элементов подачи. С So- душой, без души. He means by this example of this ball, you can push it, but without help, without. In America, we don't understand terms like black and white magic. We don't know what this means. So just to understand more about what he does and what black and white magic are and the kind of things that he can do. Хорошо. Ему хотелось бы вкратце узнать, что такое черная и белая магия, потому что в Америке нет таких терминов в английском Ну, языке. во-первых, нет разделения There черно-белого. is no distinction between black and white У magic. него красные-белые тельца, мужские и женские гормоны. При обладании одного гормона, допустим, будет, может быть, и неправильная ориентация. Нету. В ней красные-белые тельца. У нас кровь. Верхняя, нижняя, Oh, двух yeah, полов, there are понятно. blood Знак cells, великого you know? предела, инь-янь. Oh, yeah, Видела? я поняла. Или когда человек в колесе стоит. So he explains the symbolic of it. It's like yin-yang symbol, or like the Везде black, преследуется цикличность. black Прилив, отлив. cells. So Это it's все all движется. cyclic. So Oh, okay. it's never the same. It's never distinctive. Это как у него смена Понял. настроения, спокой, So раздражение, it's эмоции your mood. радости. You may be very Постоянного happy, нет very ничего. angry. Okay, so So- there's interpreting the future and understanding it, and then there's actually changing it with a spell or with magic, and that's what I don't. Does he specialize in one of those or the other, or is it kind of part of the same thing?
Ему интересно, является ли вот эти два процесса, это предсказание будущего, то есть узнавание будущего, и изменение будущего с помощью каких-то ритуалов и заклинаний, являются ли они целью, как бы одним объяснить, процессом? за интимный рейтинг в социально-общественном поле, как я говорю, бывает не мой клиент, бывает закрытая информация, бывает легко идет, а бывает не идет. Его интересует, есть ли какое-то разделение между этими двумя процессами? Что? Или они тоже являются одним целым? Предсказание будущего и изменение будущего? Не всегда. No, not always. They may be different. And Карма sometimes одно, he ролл can see a другое, person. судьба третье. Это разные понятия, So их не надо faith and путать. karma are very different Это как subjects. пальцы. Один за голову отвечает, другой за почки, So, for третий за example, you сердце, think за that this селезенку. one comes for your head, this one for your kidneys, for example. Yeah? Возможно, They're all не зная. different. Было у него такое, то есть, допустим, у него может, допустим, притчка или травма на одной руке, а потом идет дублирование на другой руке. So, for example, you have an injury here, and then you have an injury right here. Never happened to you. Me? Yeah. Um, So, it was mirrored. Have you ever had mirrored? yes, definitely, of course. Да, думаю, у него когда-нибудь были зеркальные Yes. травмы. Любой число пусть называют. Tell any number. 7. 7. Как ему удобнее, сверху, снизу, From наугад. above or from Как он читает. below? Hello? Below. Снизу. Снизу. Слева направо, справа From налево. right to left or left to right. Left to right. Слева направо. Он получит какой-то подарок в ближайшее время. You'll get a gift very soon. Gift. То, что да, планирует дорогу надежды, она не осуществится. То, что... Планирует дорогу надежды, корабль, это дорога и надежда, она у него осуществится. осуществится. Да. So, if you plan the trip and the hopes you have, they will come true. Дороги пусть будут аккуратны. You should be very careful on the trip. Могут быть мелкие неприятности или прочее. There can be very little mischiefs. У него будет встреча с кем-то из военных. You will meet someone from military. Это могут представители власти быть. Those can be the, Это the тоже, допустим, representatives лесник, of это тоже government. представитель власти. Но офицер выходит. So, officers, government. Я не исключаю, что может быть от этого человека подстава. So, this person may mistreat you and betray Это не you. обязательно здесь, это может быть там. It can be there, it can be here, it can be anywhere on your trip. Он идет как враг. This этот человек. Да. So this person goes Он as your носит маску enemy. лицемерия. He will mistreat you and he will betray you and he will lie to you. And И he will он be nice его to you, but использует. he's a hypocrite. Я советую ему He'll use you. его опасаться. So you А should лучше, beware. чисто психологически такой совет, усыпить его зрение, слух и воспользоваться его же методом, как врага надо бить его же оружием. So his advice is to use his own weapons and to treat him the way he treats you before he mistreats you. Я понимаю, что у него душа добрая, но бывает, как и сил самосохранения, ему все равно эти шаги надо принимать. He Хочется на understands это that you или не have a хочется. nice and good soul and good personality, Здесь but все you have связано to с do it финансами for the sake of yourself. и с его будущим социальным статусом. It's connected with your social status future. Как я говорил до этого, деньги и власть, социальное положение, оно не может через открытые души. Это не духовность, это не ложь и прочее. So money and social status can't come from your soul. They come from your mind. Этот человек не здесь. Этот человек не здесь. So this person И is не в not твоей here. командировке. And Он it's там. not on your trip. It's somewhere there in America, where Oh. you live. Он должен быть выше тебя или Yeah. плотнее. He has to Он be старше. higher, У него Then you короткие and- волосы. fatter, and he has short Они могут hair. быть темные волосы They can be dark. или темно-каштановые. У него, Or если, brown. вот, если у него лицо вытянуто, немножко округлое. He has a long face and maybe a little bit Не rounded. исключение, что ямка.
Вот And эти he has нижние a признаки. dimple. Вот у него, допустим, on his кисть chin. руки крупная, у того тоже кисть руки крупная. He has big hands like you do. Не длинные пальцы, He has long, не музыкальные. не длинные. Не He длинные. doesn't have long fingers, but he has big hands. Ну а тот образ, про кого я говорю, я думаю, должен этот образ. Возле него сейчас проходит женщина светлые волосы, русые светлые, белые. So this guy and the woman with fair hair, they come А together. воспринимать мои пожелания, воспринимать это его право. So it's your Как right красивая to информация. listen to him or not to listen to him. Questions? Any personal questions from you? Do you want me to leave your into your explanation? No, I got a ton about me tonight already, so I feel like this was a good first preliminary. There's a lot more to do, but I feel like this was a good first one. Он считает, что для первого посещения, для первого знакомства с вами это было очень здорово, но ему бы хотелось, конечно, побольше узнать вообще про себя и про всех, и про вас. Он бы хотел встретиться с вами снова. Пожалуйста. He's welcome to, you're welcome to see him again. I would love And to with her as well, please.